Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня еще одна заготовка в мою коллекцию. Это юла. Подробно покажу, как обтянуть и как оформить. И, конечно, декор всего комплекта впереди. Сегодня я обтягиваю юлу. Юла размер у меня 8,5 сантиметров. Мне понадобится кисточка 8 сантиметров. И отрезок ткани я беру 30 на 30, как на шар 8 сантиметров. Вешалка у меня 22 сантиметра. И первым делом мне надо склеить две заготовки. И буду наносить клей вот на эту внутреннюю часть. Не сюда, потому что когда мы захлопнем, клей тогда вылезет сюда и нам все испачкает. А именно на внутреннюю часть. Я беру универсальный клей. В этом случае мы ничего не откусываем и ничего не подпиливаем. Вот я наношу клей по всей поверхности вот этой углубленной и просто склеиваю. Вот, все. И даем закрепиться. Теперь я беру вешалку. Почему я взяла 22 сантиметра? Потому что мне надо будет сделать узелок. И надо будет провести вот через вот эту петельку и закрепить. Поэтому я взяла на 2 сантиметра больше, чтобы вешалка не получилась слишком короткой. Теперь просовываю через вот тут отверстие и тут делаю узелок. Так, ровненько надо сложить и сделать узелок. Да что ж такое, не могу поймать. Вот. Сделала узелок, прижгла. И теперь нам надо вот это вот раздвинуть и протянуть вешалку. И вот она у нас закрепилась. Теперь я беру ткань, юлу и делаем то же самое, что и с шарами. Юла немного убегает, так как она острая, но ничего. И вот так вот с одной стороны делаем пару складочек. Обычно я прижимаю игрушку к себе и собираю другие складочки. Но сейчас, чтобы вам показать, я постараюсь это сделать вот так вот. И с другой стороны. У меня уже убежала, я уже вижу. Но сейчас попробую все поймать. Перехватываю. Беру нитку и вот так вот затягиваю. И завязываю 2 узелка. Ну и теперь прорабатываем все складочки. Вот так берем и тянем. Если что-то не тянется, чуть-чуть в стороны, чтобы все выровнять. То же самое, что мы делали с шарами. Здесь вам может показаться, что слишком много складочек, но в шаре они более равномерно распределены. Здесь они все собираются конусом, поэтому может показаться, что слишком много. Но нет, их столько же, просто немного форма другая. И вот так прорабатываем. Один раз проработали, делаем узелок, еще раз затягиваем. И затем проходим второй раз. И второй раз. И все выравниваем. Продолжаем работу. Ну и теперь, когда мы все выровняли, лишнее обрезаем. С одной стороны и с другой. Внимательно смотрите, чтобы не обрезать вешалку. Лишнее убираем. И теперь аккуратненько все выстригаем. И здесь вот так пальчиком придерживайте, чтобы чувствовать уровень, чтобы не состричь слишком много. И теперь обжигаем все.
Все запаиваем. И продолжаем работу. И теперь обрабатываем верхушку ленты. У меня это 5 миллиметров. Я подклеиваю один край, даю закрепиться, придерживаю пальчиком и наношу клей, вот так размазывая по верхушке, и затягиваю. Все хорошо затягиваю, чтобы зафиксировать. И когда я приклею стразовое полотно, все будет ровно и красиво. Так, если клей чуть-чуть выскочил, убираем сразу. Лишнее подрезаем, обжигаем огнем и доклеиваем. А теперь подклеиваем ленту по линии склеивания заготовки. Наносим клей, укладываем ленту и пальчиком все прижимаем, чтобы клей расползся под лентой и равномерно лег. И продолжаем работу с одной стороны. И если у вас предусматривается вторая часть, подклеиваем крест-накрест. Вторую ленту подклеиваем под углом 90 градусов. И вот так сводим к нижней части. И теперь выравниваем, чтобы у нас получились одинаковые стороны. Берем иголочку, если вы не уверены в своем глазомере. И вот так вот отмечаем край ленты. Теперь отодвигаем ленту. И клей я наношу вот недалеко от иголочки. Укладываю ленту вдоль иголки и выравниваю. Все получается ровно. Снова клей недалеко от иголочки и подклеиваем вдоль иголочки. И продолжаем. Если вы рассчитываете тут прикрепить кисточку, то лучше здесь не приклеивать, иначе вам придется пришивать через клей. Поэтому доходим вот до сюда, подклеиваем. И теперь вот отсюда и дальше. Мы также измеряем, сколько ленты нам надо. Лишнее отрезаем. Конечно же, обрабатываем огнем. Теперь укладываем все и проверяем, все ли у нас ровно. Вот чуть-чуть криво. Снова иголочки. Все мы отметили. И продолжаем клеить. Кисточку я разрезаю на две части. Затягиваю все. Беру иголочку. И теперь прошиваю узелок, прячу вот туда вовнутрь и вытаскиваю иголку вот здесь на макушке. Узелок у меня внутри. Можно еще раз вот так прошить пару раз. И крепим к заготовке. Края вот эти я пока не обрезаю. Кисточку и сюда. Немножко неудобно, мне не видно. Но кисточку надо хорошо пришить. Вот эти ниточки не обрезаем. Надо их сохранить и вот так 5-6 раз кисточку пришиваем. Теперь я несколько раз вот так прокручиваю, так, чтобы у нас пакетик не слез. И делаю узелок. И теперь ниточку эту прячу вот сюда куда-нибудь. Все, теперь можно нитку отрезать. И вот эти веревочки я подклею сюда на ленту, на середину. Нанесу клей, ленту и прижму холодным.
с одной стороны и с другой стороны. Теперь веревочки можно отрезать. И еще немного вот эти края подклеить. И теперь обработаю стразами на силиконе верхушку. Вот здесь у меня будет перед. И я тут подклеиваю 3 ряда. Вот так по краю. Постепенно отклеиваю. Здесь пока не отклеиваю. Вот совмещаю края. Смотрю, сколько мне надо. Отрезала. И теперь снимаю. И вот так вплотную все подклеивается. И теперь задекорирую вот эти части. У меня здесь 2 ряда. И я вот так сначала вплотную к кисточке располагаю ряды. Постепенно снимаю защитную ленту. И вот так ровно все укладываю. Как вы заметили, это у меня простая лента, не лента с петельками. Многие жаловались, что не могут найти. Можно обойтись без нее. Вот я вплотную отрезала и теперь вот совмещаю. И у меня все вплотную получается. Теперь беру следующую полоску. Снимаю защитный слой. Снова к самой кисточке чуть-чуть 1 миллиметр оставляю. И все подклеиваю. Очень хорошо клеится. Вот так понемногу. И продолжаем работу. Ничего сложного. И вот что у меня получилось. Мне очень нравится полученный результат. И, конечно, в дальнейшем я буду декорировать все заготовки. Обязательно поделюсь своими идеями. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.